Прежде всего, Рубен, завершились выборы старейшин. Ни одна партия не набрала более 50% голосов. Более того, ну, безусловно, наверное, фаворит этой гонки «Гражданский договор», партия Никола Пашиняна, набрала только 32,5%. На ваш взгляд, это проигрыш правящей партии? Ну, абсолютно очевидно, что это не победа. А насколько это проигрыш, вот сейчас имеет место вот развитие событий. Как вы знаете, что сейчас ведутся, ну, прямо скажем, политические торги насчет того, как работать с этим раскладом и насчет того, что может получиться из этого расклада, который уже сложился по итогам голосования. Ну, посмотрим. Выигрыша точно нет, но будет ли проигрыш, это уже посмотрим. Ну, очевидно, что сейчас, чтобы выбрать мэра Еревана, придется заключать какие-то коалиции. На ваш взгляд, какие это могут быть блоки? Это, опять же, правящая партия будет искать сторонников или, наоборот, те, кто выступали ее оппонентами, объединятся в какой-то единый блок? Все будут искать союзников. На данный момент можно сказать, что абсолютно очевидно, что в блоке выступят гражданский договор и партия республика. Но мы видим, что им не будет хватать одного голоса, всего лишь одного. Другая часть, ну, мы знаем, там есть еще три силы, да? У них суммарно 33 голоса. То есть это то количество голосов, которое достаточно для выборов мэра. Однако это слишком разношерстная публика, чтобы считать этот блок состоявшимся априори. Есть возможность того, что их может объединить идея отстранения гражданского договора от власти в Ереване. Вероятность этого, ну, определенно есть. Но и есть много аргументов против этого. В конце концов, у Хайка Марутяна. И это связано с Хайком Марутяном и его командой. Потому что это как-никак человек с революционным прошлым и революционным бэкграундом, и еще в дореволюционные времена он был участником акций протеста, и, в общем-то, он, это от него вышел этот термин «белые и черные», и черными он называл всех представителей прежнего режима. И в морально-политическом отношении трудно себе представить, что Хайк пойдет на союз с черным. Хотя мы понимаем, что жизнь штука сложная, в жизни не все черно-белое. И могут быть сюрпризы. И это не черно-белое кино. И еще есть вопрос того, что возможно, там ситуация такая, что решает Хайк не единолично, а решает, скажем, совещаясь со своими спонсорами. А кто эти спонсоры, пока еще остается неясно, хотя у меня есть версии, но я вам их публично не скажу, скажу приватно. И это не внушает большого оптимизма, но тем не менее. То есть, если считать, что есть политические торги, то да, торги на том полюсе все-таки могут вестись. Но посмотрим, чем это закончится. Я думаю, нам недолго придется ждать. Ну, по вашим прогнозам, сколько времени конечно, может потребоваться? Что? Сколько времени может потребоваться? Неделя, две? Ну, вообще-то картина прояснится уже к первому заседанию новоизбранного совета старейшин, и уже будет видно, что к чему. Если, да, если, конечно, к этому времени уже не будут
определяющее заявление, которое сделает картину ясно и без заседания. Да? То есть заседание уже придет юридически оформлять уже достигнутые договоренности. Ну, посмотрим. Еще один вопрос. Очень низкая явка по сравнению с прошлыми выборами. Если на Конечно. прошлых выборах было больше 40%, то здесь в районе 20%. С чем вы это связываете? Это тут абсолютно очевидно одно, что изначально Ереван значит, давал самую низкую явку в сравнении со всей страной. И даже в ходе, скажем, таких вот революционных выборов, и то явка в Ереване была, в общем-то, низкой. И это давало повод оппонентам говорить о том, что это не весь народ, что неучастие в выборах – это тоже в своем роде участие и так далее. Но то, что на выборы не пошли те, кто шли на выборы вот тогда, это говорит о многом. Это говорит о том, что есть сегмент, который не усматривает в этом политическом меню ничего съедобного и отворачивается. Это вот как из плохого ресторана, который заработал себе дурную репутацию, что там ничего съедобного нет. Да, и люди просто обходят этот ресторан и не заходят. Но сейчас, я думаю, это станет поводом к тому, чтобы и правящая сила, и вообще, скажем так, демократический лагерь в стране делали себе серьезные выводы. Да, это вот как в этой басне про стрекозу и муравья. Вот зимой нужно было работать, летом нужно было работать. А власть считала, что работа – это когда ты докладываешь о кубометрах уложенного асфальта, о количестве ремонтируемых там, школ, детских садов там, и так далее. Это все хорошо. Но это не может быть вместо политики. Это может быть как результат политики. А мы видим, что это не так. И пошла подмена, и люди просто видят, что политические вопросы не решаются. Они решаются каким образом? Из этих 14 участников большинство просто должны были быть вышвырнуты из политики в силу аффилиации с прежним режимом. Но для этого, чтобы была для этого законодательная основа, для этого нужна была политико-правовая оценка 20 лет криминальной диктатуры. Вы И вот имеете в на виду основе, некого рода иллюстрацию, вы имеете в виду? в своем роде, да, да. Если ты состоял в этом или аффилирован с ней, тебе в политике делать нечего. Закон. Точно так же, как это сделала Украина. И причем Венецианская комиссия одобрила этот закон. Как закон, защищающий демократию, а не препятствующий развитию демократии, потому что демократия должна быть с кулаками, она не должна потворствовать своим могильщикам. Кулак демократии, он должен быть нацелен вот на этих своих могильщиков. Мы в истории 20 века знаем массу таких историй.